Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я строю долгожданную модель. Это BMP-2. Такой у меня на канале еще не было, а тем более от Трумпетера. Так что давайте вместе со мной собирать. И это BMP будет частью большой диорамы. Поехали! Итак, передо мной коробочка от Трумпетера, и здесь бокс-арт выполнен Винсентом Воем, если не ошибаюсь. И в 2014 году он нарисовал этот бокс-арт, где BMP едет на параде в советское время, скорее всего, 1980-е, 90-е, не знаю, что тут можно зашифровать, все что угодно. Советская форма на офицерах, и узнается антураж Красной площади, хотя не видно брусчатки, просто какой-то серый недоасфальт, недогрунтовая дорога изображена, что немножко неверно, на мой взгляд. А так, это модель 2020 года. И если мы откроем внутри, то увидим довольно большое количество деталей для такой небогатой на рельеф модели. Тут как минимум резиновые траки. И это довольно, с одной стороны, удобно, а с другой стороны и нет. Сначала их придется немножко выпрямить, чтобы они имели адекватную форму. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали. Давайте посмотрим на корпус. Надо немножко вскрыть. Вот так это будет примерно выглядеть. И мы можем примерно оценить размер готовой модели. Также в наборе башенка. Идут декали. Это, наверное, самое интересное, что мы сейчас обсудим. И такая планочка с фототравленными решеточками. Но на самом деле это самое необходимое фототравление. Я считаю, что больше и не нужно. Это будет довольно избыточно. И никто это не заметит, кроме вас. Так что смотрим инструкцию. Инструкция в виде книжечки. И она у Трумпетера всегда довольно понятна и визуально проста. Но самое интересное — это инструкция по окраске с значком красок Мигеля Химинеса АМО. Итак, нам предлагают, во-первых, красить красками МИГ. Но это не так принципиально. Но тут самое интересное, какие варианты нам предлагает сделать Трумпетер из нашей BMP, какие варианты окраски. Соответственно, первый — это классический советский вариант, где BMP в таком виде участвовала на параде. Следующий вариант — это вариант конфликта в Южной Осетии 2008 года на вооружении армии России и с таким значком миротворческих сил. Далее, наверное, самый интересный вариант – это вариант вооружения армии Украины, а именно 2014 года с наклейкой «Степан Бандера». И это довольно спорный вариант, который нам предлагает окрасить Трумпетер и совместно с МИГом. Также на вооружении армии Донецка, тоже 2014 года. И также на вооружении армии Украины. Так что можно сделать и такой вид БМП. Также нам предлагается сделать вариант советской армии 80-х годов, а именно во время конфликта в Афганистане, а также на вооружении войск ГДР в Германии. Ну и времен конфликта на Кавказе, то есть Первый и Второй чеченских войн, соответственно, с такими именами, как Айда и Сокола Жириновского. И тут довольно интересно
как вот пишет, Первая Чеченская война и на вооружении советской армии, что крайне неверно. Ну и также еще один вариант донецкой БМП. Ну и сирийский вариант нам предлагает сделать. Сирийский и Кувейта, что тоже имеет место быть. Но в процессе сборки я определюсь. Поехали. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Сборка этой БМП у меня не вызвала сложностей, ведь это типичный трумпетер. Это уже классика жанра. Помню, я давно собирала модель БМП-2 от Звезды. Это был их ранний набор, и там я изрядно помучилась с деталями. А, кстати, недавно у меня выходило видео с работы над БМП-3 от той же фирмы «Звезда». И ту модель я назвала бы одной из самых идеальных моделей отечественного производителя. Так что новичкам я очень рекомендую поработать над БМП-3 от «Звезды». Знаете, вот работая над этой БМП-2 трумпетера, я невольно вспоминаю свой опыт со Звездой. Трумпетер – это всегда предсказуемо. Ты открываешь коробку и примерно знаешь, что тебя ждет. Аккуратная стыковка, логичная инструкция, но иногда странные дизайнерские решения. Так и здесь. Например, интерьер, вроде бы он есть, но выглядит он как-то для галочки. Звезда же – это история про большие качели, ведь ранние наборы, вроде старой БМП-2, могли заставить вас повозиться. Подгонка деталей, оплой и не всегда точные пропорции. Но за последние годы они выросли невероятно. Тот же набор БМП-3 – это вообще, я бы назвала его одной из лучших моделей отечественного производства. Отличная деталировка, продуманная сборка и все на своих местах. И если говорить образно, то трумпетер – это как аккуратная рабочая лошадка, на которой можно доехать из точки А в точку Б без приключений, а Звезда сейчас все чаще становится породистым скакуном. В руках она приносит удовольствие уже с первых шагов. И поэтому, если вы новичок, которому хочется минимум проблем на старте, смело берите БМП-3 от Звезды. А если вам по душе допиливать, добавлять и дорабатывать, то трумпетер оставит для этого достаточно пространства. У модели БМП-2 трумпетера не очень внятный интерьер. Он вроде бы есть, а в то же время он очень беден на детали. Я не очень понимаю смысла такой деталировки. Видимо, это сделано, чтобы не стыдно было сделать открытыми люки, чтобы там виднелось хоть какое-то оборудование. А вот подбитую модель с такой деталировкой интерьера я бы делать не стала. Кстати, эта модель будет частью глобальной диорамы, описывающей первые дни СВО. И помимо БМП в композиции будет и Урал, и миномет, и буханка, ну как же без нее. Так что обязательно подпишитесь, чтобы увидеть работу над этой крупной диорамой. После сборки модели я ее загрунтовала грунтом из баллончика, и далее я покрасила труднодоступные места в черный цвет, чтобы избежать непрокрасов. Кстати, непрокрас – это один из самых популярных косяков у начинающих моделистов. А если ты новичок и у тебя куча вопросов по моделизму, то ты можешь подписаться на мое закрытое сообщество, где я оперативно даю советы по моделизму, по технике, по приемам, по выбору модели и, конечно же, подробно оцениваю работы подписчиков и даю рекомендации, на что обратить внимание и как улучшить свои будущие работы. Ссылка на закрытый клуб есть в описании к видео. Модель БМП-2 я окрашу в базовый для российской армии темно-зеленый цвет, а люки и открытые площадки у модели я покрою более светлым оттенком. А именно, я в базовую краску добавлю по капельке желтой и белой краски. И тут не надо бояться контраста, наоборот, потом на готовой модели он будет смотреться выигрышно.
Настало время ручных работ, и мне надо окрасить резиновые бандажи катков, окрасить ствол, смотровые приборы и шансовый инструмент. Смывка – это мой первый шаг к подчеркиванию рельефа. Я использую черную смывку, потому что она дает резкий графичный контраст. Можно взять и темно-коричневую, она придаст чуть более мягкий грязноватый оттенок. Смывка затечет в каждую щель, стык панелей и вокруг болтов, и машина начнет читаться объемно, будто свет и тень работают на вас. Главное после нанесения аккуратно снять излишки почти сухой ватной палочкой, а лучше куском салфетки, чтобы осталась только тень в углублениях. Масляные точки – это уже игра с цветом. Берем масляные краски – белую, охру, желтую, каплю синего или зеленого и ставим мелкие точки на броню. Потом полусухой кистью или же мягкой щеточкой растягиваем их по поверхности, создавая плавные переходы и легкий эффект выцветания. Этот прием, который делает броню живой, словно она видела солнце, пыль, дождь и ветер. И тут важно не переборщить, чтобы не получилось как в мультике. Все должно быть тонко и в меру. Сухая кисть – это мой любимый способ поднять детали. На кисть жестким ворсом набираем совсем чуть-чуть краски. Лучше выбрать оттенок светлее базового цвета. И почти полностью ее вытираем о бумагу или же ткань. И легкими движениями проходимся по ребрам, выступам и болтам. И тут магия. Детали выскакивают из тени. Модель становится читаемой даже на расстоянии. И финальным штрихом станут пигменты, легкая запыленность для правдоподобия. Но полноценный визеринг я сделаю уже тогда, когда машина займет свое место на диораме. Там пыль, следы грязи и следы эксплуатации будут подчинены общей истории композиции. И вот такая бэха у меня получилась. Это очень интересная и детализированная модель. И, конечно, на диораме она приобретет окончательные свои черты, более пыльные, более грязные. Так что не пропустите одну из следующих серий. До новых встреч. Пока-пока.